Лес в 10 километрах от Уфы. Лето 2010-го. Местный житель идет по тропинке и замирает. Земля под ногами свежая. Слишком свежая. Он наклоняется и видит то, после чего больше никогда не сможет ходить через этот лес один. Это тело 30-летнего бизнесмена, без головы. Голову найдут позже, и в том месте, и при тех обстоятельствах, в которые отказывались верить даже видавшие виды следователи. А организовала все это 15-летняя девочка, школьница. Ее любовник доверял ей больше, чем кому бы то ни было, и именно это его и убило. В этом ролике одна из самых хладнокровных историй последних 15 лет. История о том, как обычный инженер из Уфы однажды выиграл большую сумму и подписал себе смертный приговор. О том, как девочка, которую в школе считали тихой и спокойной, подсыпала яд в тарелку взрослого мужчины и ждала, когда он умрет. И о том, как банальная человеческая жадность, желание прокатиться на чужой машине, привела к тому, что в багажнике своего же «Лексуса» погибший проехал последние километры жизни. Я расскажу все по порядку, с самого начала, потому что финал, то, что эта девочка скажет журналистам после приговора, вы не забудете никогда. Подпишитесь, поставьте лайк и поехали. Эмилю Шайганову было 30, простой уфимец, инженер. Снимал квартиру, ездил на старой машине, считал деньги до зарплаты. Те, кто знал его лично, в один голос потом скажут одно и то же. Тихий, добрый, безотказный. У него было одно увлечение – спорт. А с появлением букмекерских контор это переросло в прибыльное хобби. Он занимался ставками. Не запойно, не разрушительно. Так, азарт по выходным. Двое-трое знакомых букмекеров, пара-тройка ставок в неделю. Ничего необычного. Пока однажды в 2006-м Эмиль не зашел в букмекерскую контору с очередным купоном и не вышел оттуда богатым человеком. Эмиль с детства мечтал, что будет ездить на дорогом автомобиле, и позволил себе машину мечты. Lexus RX 350. Серый, дорогой, заметный в любом дворе. Именно эта машина потом и станет его палачом. Деньги у Эмиля были, девушки не было. Отношения у него по жизни складывались тяжело. Стеснительный, неразговорчивый, типичный технарь. И когда вокруг него вдруг закрутились новые друзья, он, как часто бывает с такими людьми, не очень понимал, кому из них он интересен сам, а кому его дорогой автомобиль. Поэтому он сделал то, что в 2010-м делали миллионы. Пошел искать общение в соцсетях. И там, среди десятков сообщений «Привет, как дела?», он зацепился за одну переписку. Ее звали Карина. Ей было 15. Жила она в поселке Чернолесовский под Уфой. Скромная, как ему показалось, наивная. Спрашивала про работу, про машину, смеялась над его шутками, и Эмиль повелся. Сначала переписка, потом встреча, потом рестораны, поездки, подарки. На своем «Лексус» он возил ее по городу, в кафе и по торговым центрам. Эмиль даже снял отдельную квартиру для Карины. Разница в 15 лет в какой-то момент перестала иметь значение. Эмиль был влюблен. Карина нет. Карина считала, сколько у него на счетах и сколько можно выручить за машину, если ее быстренько и продать. Здесь нужно остановиться и сказать главное. Карина не была наркоманкой, не была беспризорницей, не была жертвой трудного детства в привычном смысле. Незадолго до знакомства с Эмилем ее исключили из школы за неуспеваемость. Она говорила, что помогала больной матери, но это неправда. На снятую квартиру Карина приводила множество друзей, но Эмилю это не нравилось. В этот момент у нее начинает созревать план. Ей нужны были исполнители. Сама она убивать не хотела, не царское это дело. Первого она нашла среди своих, 15-летнего знакомого парня. А тот, в свою очередь, привел двоих постарше. 19-летнего Николая Панкова и 22-летнего Руслана Аббясова. Оба обычные уфимские парни, без особых перспектив, но с большой жаждой денег и приключений. Когда им рассказали историю про мужика на «Лексусе», никто не отказался. Лето 2010-го. Карина зовет Эмиля на дачу к подруге, мол, посидим, шашлыки, тихий вечер. Эмиль соглашается. На своем «Лексус» он привозит ее к воротам, и они входят во двор. Внутри его уже ждут трое, те самые исполнители. Их представляют как друзей. Карина мило улыбается. Стол накрыт, водка в стаканах, ужин на тарелках. Эмиль не пьющий. Карина дает ему тарелку с борщом,
Мол, попробуй, специально для тебя готовила, с любовью. Эмиль берет и не знает, что в его тарелке яд. Расчет у Карины был такой. Яд сработает, мужчина схватится за сердце, все спишут на естественную смерть. Машина — ее, деньги — ее. Никаких следов. Расчет не сработал. Дозу подобрали неправильно. Эмилю стало плохо, его повело, но он не умер. Сидел, держался за стол, пытался понять, что происходит, и тогда план рассыпался. Трое парней, те самые, которых она привезла на всякий случай, взялись за дело сами. Они начали его избивать, но он попытался убежать, и в этот момент Карина крикнула ему вслед фразу, которую следователи потом будут цитировать в суде. Она крикнула: «Дорогой, вернись, я с ними поговорила, они успокоились». Эмиль вернулся. Это была его последняя ошибка. Карина положила его на кровать, но яд все никак не действовал, и у ее друзей закончилось терпение. Они начали его бить. В ход пошло то, что было под рукой — сковорода, лопата. Эмиля затолкали в багажник его же автомобиля и повезли в лес. То, что произошло там, я не буду описывать в подробностях, из уважения к погибшему и его близким. Скажу только то, что зафиксировано в материалах дела. Эмиля добили в лесу. А после один из парней, чтобы доказать свою любовь к Карине, на камеру отрезал голову Эмиля. Снимки разлетелись в их закрытом чате, те самые фото, которые потом и станут одним из ключевых доказательств в суде. После фотосессии голову закопали в одном месте, тело в другом. Расчет был простой. Если обезглавленное тело вдруг найдут, опознать его без головы будет невозможно. Потом они сели в машину и уехали праздновать. Это, пожалуй, самая показательная часть всей истории, потому что, спланировав убийство как взрослые матерые преступники, дальше они повели себя ровно так, как могли повести себя четверо подростков, у которых внезапно появилась чужая дорогая машина. Они напились и поехали кататься по городу на свежеугнанном автомобиле. Позже попытались продать автомобиль за полцены, но у них ничего не получилось. Они приняли решение облить его бензином и сжечь, чтобы уничтожить возможные улики. Они убили человека за машину, которую сами же сожгли через несколько часов. Расследование могло бы зайти в тупик. Машина сожжена, тело и голова в разных ямах в разных частях леса, свидетелей нет, дача не их. Но люди, способные хладнокровно зарезать человека и закопать его голову, оказались не способны на одну вещь — выбросить чужой телефон. Один из соучастников забрал смартфон Эмиля. Не себе, он был не дурак, чтобы пользоваться телефоном жертвы. Он отдал его в счет старого долга своему знакомому. Знакомый продал телефон дальше. Новый владелец, не зная истории аппарата, сделал то, что делает любой человек с новой симкой — включил. Цепочка перепродаж раскрутилась за считанные дни. Первые задержали Карину. На первых допросах она вела себя удивительно. Никаких слез, никаких истерик. Спокойное, почти скучающее лицо. Когда ей назвали имя жертвы, она пожала плечами и произнесла фразу, которая потом пошла во все материалы по этому делу. «Эмиль? Кто это вообще? Я ничего не знаю». Она держалась дольше всех, пока следователи не подняли ее переписку. И не нашли там не только детальный план убийства, но и те самые фотографии, сделанные ночью, в лесу, с отрубленной головой. После этого молчать стало бессмысленно. Карина начала давать показания против всех своих сообщников. Судебный процесс по делу Шайганова стал одним из самых обсуждаемых в Башкортостане за все то лето. Зал был забит, журналисты дежурили у входа. На скамье подсудимых 4. Приговор учел и смягчающие, и отягчающие обстоятельства. 22-летний Руслан Аббясов, тот, кто непосредственно довел расправу до конца, получил 18 лет колонии строгого режима. 20-летний к моменту приговора Николай Панков — 12 лет колонии строгого режима. Несовершеннолетний 15-летний соучастник — 8 лет с отбыванием в колонии-поселении. И главная фигура — организатор, девочка, которая все это придумала. К моменту приговора, которой исполнилось 16, получила всего 10 лет. Суд учел несовершеннолетие на момент совершения преступления, но и особую жестокость как отягчающие обстоятельства. После оглашения приговора журналисты задали ей один вопрос, один единственный. Ни про срок, ни про апелляцию.
Они спросили: «Тебе хоть капельку жаль Эмиля?» Карина не ответила. Она просто посмотрела в камеру и улыбнулась. У этой истории нет морали, которую хотелось бы услышать. Нет красивого «зло наказано, справедливость восторжествовала». Есть холодные цифры приговора и пустота на месте человека, которого однажды угораздило выиграть большую сумму. Эмилю Шайганову было 30. Он был обычным человеком, который очень хотел, чтобы его любили, и встретил человека, который очень хорошо умел делать вид, что любит. Если из этой истории и можно сделать какой-то вывод, то, наверное, такой. Иногда самые опасные люди в нашей жизни выглядят ровно так, как им положено выглядеть. Случай с Эмилем — это тихая девочка из поселка под Уфой, школьница с тетрадкой, аватар в социальной сети. Это страшнее любых ужастиков, потому что это не вымысел. Спасибо, что досмотрели до конца. Если эта история вас зацепила, поставьте лайк, чтобы алгоритм показал ее другим. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующее дело. А оно точно будет интересным.